Всем привет! Сегодня мы будем шить бортик косу из 3 прядей, двухцветную. Шить будем из хлопкового велюра, молочного и мятного цвета. Двухцветная будет коса. Меня попросили шить косу размером 3,9 метра. Получается, в среднем каждой пряди косы нам нужно добавить от 40 до 60 сантиметров. Это будет на набивку, она усядется, растянется. Я буду добавлять по 60 сантиметров, но это с учетом того, что еще нужно будет срезать кромку на велюре с каждой стороны и на швы. Поэтому в среднем уйдет где-то, что я прибавила 50 сантиметров. Нужно к каждой пряди. Но так как у меня будет двухцветная, я, получается, я добавила к пряди, то есть у меня общая длина 3,9 метра. Добавила 60 сантиметров, получила 4,5 метра. Умножила их на 3, то есть общая длина, длинная полоса велюра нужна 13,5 метров. И так как она у меня будет из двух цветов состоять, я разделила на два, получается, вот цвета. И примерно получилось по 6,7 метров каждого цвета. То есть при ширине велюра у меня 180, мне нужно отрезать 3 полные полоски длиной 180, и одна полоска еще будет примерно 130 сантиметров. Ширина полоски будет зависеть от того, как вы хотите, чтобы была коса, поменьше, побольше. Можно взять ширину от 15 до 20 сантиметров. Та, которая 15, она будет узенькая. Если хотите повыше, на пару сантиметров будет, можно взять 20. Я буду брать 20 сантиметров. То есть нужно каждого цвета отрезать по 6,7 метров и ширина полоски 20 сантиметров. Велюр мы раскладываем вот таким вот образом, лицом к лицу. По бокам скалываем булавками, потому что наш край загибается. И отмеряем по 20 сантиметров полоски. Кромку вы можете срезать. Вначале я срежу уже, когда отрежу полосочки. Теперь можно приступить к сшиванию наших полосок велюра в одну длинную полосу. Нам нужно разложить так велюр, чтобы у нас ворс был в одну сторону. То есть вот у нас гладкий сюда и сюда, чтобы было красиво и аккуратно. И аккуратно лицом к лицу мы прикладываем, скалываем булавками в нескольких местах, можете не скалывать. И прострачиваем на ширину лапки, либо на сантиметр, вот здесь по краю. Я буду прошивать обычной строчкой, где-то 2 миллиметра у меня будет длина стежка. Вы можете мелким зигзагом прострочить, если вы переживаете, что при набивке может лопнуть строчка, но она не лопнет. То есть можно обычной строчкой прошивать. Бортик косу можно шить из любой трикотажной ткани, можно из плюша, можно из обычного трикотажа. Если вы будете шить из плюша тоже смотрите, чтобы ворс был в одну сторону. Если из трикотажа, то там не важно. Там нужно смотреть по нити, как идут. При прострачивании сильно не растягиваем нашу полоску. Просто аккуратненько придерживаем, чтобы у нас не сместились края.
так мы сострачиваем все наши полоски одного цвета. То есть я буду сострачивать все полоски сначала мятного цвета и отдельно все полоски молочного цвета в одну длинную полосу. Теперь, когда мы сострочили все в одну длинную полосу, нам нужно сложить лицом к лицу нашу длинную полосу и сострочить ее вот в такой рукав. Лучше, конечно, сколоть, чтобы не сместилась ткань, потому что ткань очень сильно растягивается. Можно сколоть в начале, и нужно следить за тем, чтобы там, где у нас швы, вот эти вот, чтобы они аккуратно друг на друга, вот так вот, чтобы они сошлись. И все швы нашей полоски тоже нужно сколоть булавками. Вот так вот в некоторых местах аккуратненько мы скалываем. И прострачиваем точно так же на ширину лапки, либо на сантиметр, как вам удобно. Так вот по всей длине нашей трубы. При прострачивании мы внимательно вот так соединяем все наши края, чтобы строчка проходила ровно. Аккуратно все расправляем, потому что велюр, вот он закручивается. Также забыла упомянуть, что если вы хотите, если вам тяжело будет набивать, то лучше оставить каждого цвета отдельные вот эти вот рукава. Если у вас есть возможность, то лучше, конечно же, сострочить между собой два цвета, точно так же лицом к лицу, чтобы у нас была одна длинная единая полоска. Это уже как будет зависеть от ваших возможностей, как вам проще будет набить. Потому что такая, конечно же, полоска очень длинная, то ее будет сложновато набить. Если у вас короткий бортик коса, то, конечно же, лучше сострочить все в одну линию. Думаю, у вас получится набить хорошо. Вот у нас что в итоге получилось. Вот такая длинная заготовка. Если хотите, можно один край застрочить. Если такая заготовка короткая, то можно застрочить. Если такая длинная, как у меня, то, конечно, лучше оставить, чтобы можно было с двух краев набивать. Теперь можно приступать к выворачиванию. Потихоньку, аккуратно выворачиваем наш вот этот рукав, нашу заготовку на лицевую сторону. Вот мы вывернули наконец-таки нашу заготовку. Я все-таки использовала булавку, для меня как-то это привычнее. Если вы будете продевать булавкой, то лучше найти вот большую булавку, тогда вы быстренько, без проблем проденете, выверните. Вот так у нас получилось. Теперь нам вот эту нашу длинную заготовку, колбаску, нужно набить холофайбером. Для набивки, чтобы было проще, я буду использовать трубы, которые я купила в магазине сантехники. Большая труба диаметром 5 сантиметров. Это поменьше. Сделала такую затычку, чтобы наполнитель не проскальзывал. Можно, конечно, и так набивать, но это будет очень тяжело, долго и неудобно. Эти трубы стоят очень дешево, поэтому без проблем можно их купить. Мы берем, надеваем максимально нашу колбаску на трубу.
как раз до середины дошло. И далее мы берем наполнитель. Туда хорошенько запихиваем эту трубу. И вот таким образом мы проталкиваем его туда, набивая при этом нашу колбаску. Сначала заполняем трубу холофайбером. И пропихиваем туда. Вот такая у нас получается набитая колбаска. Сильно не набиваем, чтобы шов не разошелся. Набиваем, чтобы достаточно были плотные. После того, как мы набили нашу колбаску, нам нужно зашить отверстия вот эти. Поплотнее набиваем наши концы. И вот так вот загибаем край. Я начну вот так вот вовнутрь где-то, ну, может, на сантиметр. И изнутри мы так вот по всей вот этой окружности маленькой. Вот так вот делаем стежки, чтобы потом можно было затянуть наш конец. Можете, если вам нравится, зашить плоско потайным стежком. Можно даже не, если велюр или плюш, то у него такой ворс, поэтому швов не видно. Потом берем так, запихиваем и затягиваем. И прошиваем тут тоже между собой. Вот таким образом, чтобы у нас получилось. К сожалению, у меня колбаска очень длинная и в камеру не влазит. Нам получилось 14 метров примерно. Нам нужно разложить нашу колбаску вот таким образом. Получается, чтобы здесь вот этот сгиб был, здесь край. То же самое внизу, чтобы параллельно получилось. Вот так вот. Начинаем плести нашу колбаску. Ложим этот конец вот так и плетем как обычную
косичку. Плетем мы как вам удобно. Если сильно плотно заплетать, получится коса длиннее. Если посвободнее, то получится короче. Таким вот образом у нас получается коса вот такая. Так плетем мы всю косу. После того, как мы заплели всю косу, нам нужно пришить эти хвостики. И перед тем, как пришить, проверьте, когда вы заплетали косу, чтобы вот эти швы, они были, как сказать, смотрели в бок. То есть не было того, что вот так вот она будет коса, и вот этот шов так торчит. Вы выворачиваете, чтобы они были либо вовнутрь, либо по бокам шли вот эти швы. С обратной стороны тоже. Чтобы можно было и одной, и второй стороной поставить, чтобы было красиво. И можно пришивать. Пришиваем произвольно, как вам удобно. Вот так вот, чтобы было. Просто ниткой пришиваем. Я вот тут шов найду. Вот он. У меня шов, я кошву. Пришью нитками. Вот такой бортик коса у нас получился. Длина, которую мне и нужно было, я заплела 3,9 метров, получилось с первого раза. Заплетала я среднее, не сильно туго и не рыхло, и не свободно. На такую косу размером 3,9 метра из двух цветов у меня ушло по 80 сантиметров хлопкового велюра и примерно 2,2 килограмма холофайбера. Бортик очень удобный. При желании можно отпороть вот эти вот концы и заплести, допустим, в 4 пряди. Но только она будет короче уже. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если не подписались, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!